Глава 107. Селянь тут же вскочил из-за стола. Ши Цинцюань тоже поднялся и даже поставил одну ногу на стол и засучил рукава, будто приготовился ринуться вниз. Селянь поспешил его задержать. «Все в порядке, ничего страшного. Ваше превосходительство, успокойтесь». Ши Цинцюань воскликнул, у них глаза из орбит выпали, это тоже ничего. Ничего. Просто нам повезло увидеть здесь кровавое шествие, такая возможность редко выпадает. Ши Цинцюань сразу убрал ногу со стола. Кровавое шествие? Что это? Они оба вновь уселись, и Селянь объяснил, в разных местах народные гуляния отличаются разными течениями. Кровавое шествие — это особый вид гуляний, крайне редкий, я и сам только слышал о нем, но видеть раньше не приходилось. Из-за несравнимо кровавого зрелища, а также секретных техник нанесения грима, которые держатся в секрете, подобные шествия сейчас устраивают все реже. Ши Цинцюань изумился, грим. Так это все фальшивка. Но ведь так похоже на настоящее. Я даже решил, что это порождение какой-то темной магии, он нисколько не преувеличивал. Селянь со вздохом поддержал, в народе немало умельцев, при взгляде на загримированных участников шествия в глаза бросались не только проникшие в самую глубь острые предметы, у некоторых из распоротого живота вываливались внутренности, кому-то, ввиду отсутствия конечностей, приходилось ползти по земле, надрываясь в рыданиях. Несколько человек несли высокую деревянную раму, на горизонтальной балке которой болталась женщина, изображающая повесившуюся самоубийцу, и еще двое тащили за ноги другую. Женщину в изодранных лохмотьях, она волочилась по земле лицом вниз, оставляя за собой длинный кровавый след. Поистине зрелище, достойное преисподней. Ясное дело, эти люди всего лишь играли свои роли, но картина выходила страшнее, чем в призрачном городе, где повсюду сновали демоны. По сравнению с этим шествием, призрачный город казался просто-напросто шумным рынком мира людей. Неизвестно, как именно эти люди накладывали грим, но даже Селянь, которому приходилось слышать о подобных традициях, с первого взгляда едва не решил, что к ним приближается толпа нечисти. Немало женщин и детей, не в силах сдержать любопытство, протискивались к передним рядам зрителей, но, увидев, от страха взвизгивали и бежали прочь. Ши Цинцюань спросил принца, «Ваше Высочество, но вы разве не сказали, что таким образом они что-то празднуют? Что же это за праздник такой, от которого все в ужасе разбегаются, а маленькие девочки потом видят страшные сны? Неужели людям и впрямь весело наблюдать за подобным представлением? Весело ли людям наблюдать за подобным представлением, наверняка не скажешь». Но зрелище кровавой резни в действительности возбуждало в сердцах людей волнение. Обуревающий зрителей страх проходил, после чего в глубине души у многих зарождалось удовольствие. Кажется, кровавое шествие на местном диалекте иначе называли резня, приносящая радость, и Селянь понимал это так: кто-то хватал нож и со всей злостью вонзал его в противника, убивая последнего, после чего ощущал радость на сердце. Ведь в глубине человеческой души всегда прячется желание убивать. Разумеется, Селянь не стал говорить все это вслух, а только перевел сосредоточенный взгляд на представление. Среди грандиозного шествия принц обратил внимание на бледного мужчину в черном одеянии, очень высокого и худого, как хворостинка. Он с силой опустил острое орудие, которое держал в руках, на голову другого актера в роскошных одеждах. Острый нож вошел ровно в лоб жертве, а затем мужчина поднял того вверх на копье и так оставил висеть. Зрелище, жестокое и кровавое до крайности, выглядело точно как настоящее убийство. От испуга толпа разразилась криками, которые затем дополнились одобрениями. Селянь предположил, думаю, они воспроизводят какую-то историю, и мужчина в черном должно быть главный герой. А все те, кого он убил, антигерои, злодеи. Эта история рассказывает нам о том, как наказали зло и возвеличили добро. На этом моменте Селяня вдруг осенило. «Ваше превосходительство, смотрите внимательно». Ши Цинцюань ответил, «Я смотрю. Я имею в виду, посмотрите на эту историю, кого они играют и о чем она повествует.
Наверняка божок-пустослов отправил вас сюда с какой-то целью и не зря выбрал именно этот день. Возможно, именно для того, чтобы показать вам кровавое шествие. Главный герой все время хмурился, лицо его выражало страдание. Убив в одиночку сотню злодеев из колонны, он тоже оказался исколот всевозможным оружием и, в конце концов, прижав к себе два изувеченных и повешенных на шелковой ленте трупа, уронил голову и замер неподвижно. Выходит, тоже погиб, забрав жизни своих врагов. Прошла одна колонна, за ней потянулась следующая, и представление повторилось. Селянь спросил: «Вы поняли, что это за история?» Брови Ши Цинсюаня тесно сошлись к переносице. «Нет. Кажется, я ничего так и не понял. Он ведь только и делал, что убивал». Хуачен, сидящий подле селяня, неторопливо произнес: «Думаю, эта история вовсе не из тех, что знают в каждом доме. Поспрашивайте местных. Возможно, представление повествует о ком-то из их земляков». Как раз кстати к ним подошел слуга, который принес блюдо, и спросил: «Дорогие гости, как вам зрелище? Захватывает?» «Щекочет нервы», — селянь ответил: «захватывает и нервы щекочет». «Уважаемый друг, позволь спросить, в честь кого устраивают кровавое шествие в вашем поселке?» Как и ожидалось, слуга ответил: «Ага, об этом приезжим, как правило, неизвестно, все задают такой вопрос». Народные гуляния в поселке Богу посвящены истории одной легендарной личности, нашего земляка. Рассказывают, что несколько сотен лет назад здесь жил один студент по фамилии Хэ. И этот самый студент Хэ был весьма способный малый, хоть и из очень бедной семьи. С детства он отличался пугающим умом, все науки постигал быстро и досконально, да к тому же славился образцовым сыном, чтобы ему не велели, все исполнял беспрекословно. Да только, как назло, сам по себе неудачлив оказался, никакое счастье у него долго не задерживалось. Отправился он как-то сдавать экзамен на ученую степень. И сдал ведь лучше всех. Но из-за того, что не поднес экзаменатору подарок, прогневал вышестоящих, вот они и спрятали его ответы со злым умыслом, заменили на чистый лист, и так продолжалось несколько лет. Потом решил он жениться на девушке, которую с детства знал, прекрасной как цветок, подобной яшме, ласковой и добродетельной, да только, как назло, жену, а заодно с ней младшую сестру его силой увели в гарем какому-то богачу. Так одна не покорилась, и ее забили до смерти, а другая, не вынеся позора, удавилась сама. Обратился он в суд, но там его, напротив, самого обманом обвинили в прелюбодеянии и воровстве, да и посадили в темницу, где он чуть не умер с голоду. 70-летние родители приходили за него просить, всю ночь били земные поклоны, не помогло, вышел он на свободу лишь спустя 2 года, когда мать умерла от болезни без надлежащего ухода, а отец остался еле живой, поскольку в преклонном возрасте трудился в поте лица, чтобы себя прокормить. Забросил бедняга учебу, ушел в торговцы. Но из-за того, что дело его пошло в гору, другие торговцы сговорились и так на него насели, что отобрали весь его маломальский доход, а тот еще и должен им остался. Слуга горестно охнул: «Ну скажите, как кто-то может быть настолько неудачливым?» Селянь кашлянул и от всей души согласился: «Да уж, как еще кто-то, кроме него, может быть настолько неудачливым?» Слуга, закончив вздыхать, увлеченно продолжил: а потом он сошел с ума, вышел из себя, и однажды ночью, ровно в такой же, как сегодня, канун холодных роз, схватил орудие убийства и зарубил им всех, кто сделал ему какое-то зло. Что называется, кровь лилась рекой, радости его не было предела. А поскольку те, кого он убил, уже давно замучили весь поселок своими деяниями, простой люд только захлопал в ладоши и порадовался сему. Так что после этого каждый год накануне холодных роз в поселке проводят кровавое шествие в его честь. Чтобы господин наш, студент Хэ, защитил и избавил нас от злодеев. Верно, он наказал зло и возвеличил добро, да только в итоге ни добро, ни зло хорошего конца не удостоились. Слуга ушел, а селянь увидел, что Ши Цинсюань будто задумался о чем-то, и спросил: «Ваше превосходительство, вас посетила какая-то мысль?» Ши Цинсюань отвлекся от своих мыслей и ответил: «Кажется, у меня возникло одно странное предположение,
но слишком неожиданное, не могу пока объяснить его суть. А вы что думаете, ваше высочество? Я думаю, не мог ли этот студент оказаться прижизненным воплощением истинного башка-пустослова? Пока они разговаривали, следующая колонна в процессии вновь начала показывать ту же историю, и Ши Цинсюань, посмотрев из окна, спросил, прижизненным воплощением, Селянь ответил, верно. Подобная ему нечисть, что принимает человеческую форму, всегда берет свое начало в особенно сильной затаенной злобе или привязанности. К примеру, я слыхал об одной демонессе в землях Дуньян, которая зовется Хашихиме, и она как раз является порождением затаенной женской злобы. В одних легендах говорится, что причиной всему страдания женщины по мужу, который не вернулся домой, в других же повествуют о безумии ужасной ревнивицы. И также истоком зарождения истинного башка-пустослова вполне мог быть кто-то, кого преследовали несчастье, его ненависть к несчастливой судьбе или же зависть к тем, кому сопутствует удача. Мин и произнес, нужно изучить местные легенды. Сопоставить время. Селянь согласился, верно, изучить стоит. Чтобы понять, верно ли предположение принца, следует разузнать, сколько именно сотен лет назад жил этот студент Хэ. И если выяснится, что он существовал позже самых ранних упоминаний об истинном башке-пустослове, следовательно, догадка ошибочна. Ши Цинсюань кивнул, затем подумал и добавил, есть еще кое-что, как вдруг снизу с улицы раздался голос, который с хохотом выкрикнул «Погоди! Твоих самых родных людей, самых лучших друзей, всех ждет скорбная кончина». Ши Цинсюань при первых же звуках резко переменился в лице, левой рукой оперся о столешницу и выпорхнул в окно. Голос раздавался из толпы участников шествия, Селянь крикнул ему вслед «Ваше превосходительство!». «Вернитесь», приземлившись среди окровавленной толпы живых мертвецов, Ши Цинсюань в гневе закричал «А ну, выкатывайся! Покажись!». Однако актеры, сохраняя застывшие выражения на лицах, совершенно не удостоили его вниманием, продолжая продвигаться по улице, словно брели во сне. Ши Цинсюаня закружила среди людского потока, совершенно не представлялось возможным понять, кто же именно здесь настоящая честь. Увидев одного подозрительного, повелитель ветров готов был нанести удар своим веером, но потом заметил другого, тоже вероятного, и понял, что ошибка может стоить невиновному жизни. Хуачен тем временем, выложив на тарелки из овощей, к которым никто так и не притронулся, улыбающееся лицо, произнес, не поднимая головы, бесполезно. Все равно, что тысячелетнему оборотню спрятать лисий хвост, ему скрыться, расплюнуть. Приди в голову какому-то нечеловеческому созданию смешаться с этой необычной толпой, проще дела и представить нельзя. К тому же по своей форме божок-пустослов и так походит на человека, что уж говорить о самом сильном среди них истинном божестве. Вскоре Мин и тоже спрыгнул вниз и притащил Ши Цинсюаня обратно. Четверка покинула трактир и снова направилась к храму ветров, и вот. Рука, которой Ши Цинсюань сжимал веер, до сих пор подрагивала, но если вначале это происходило из-за испуга, то теперь больше походило на злость. Выйдя из трактира с вином в руке, он прошел немного, сделал резкий глоток из сосуда, и лишь тогда кровавые прожилки в его глазах стали постепенно исчезать. «Мин Сюн, все-таки лучше тебе пока не быть моим лучшим другом. Снова станешь им, когда я прибью эту проклятую тварь». Мин и, нисколько не церемонясь, ответил, «Ты о ком?» «Я никогда им и не был». Ши Цинсюань разгневался, «Мин Сюн, ну как у тебя совести хватает говорить такое?» Нельзя же, увидев, что ситуация приняла дурной оборот, сразу отворачиваться от человека. Так они шумно обменялись еще парой упреков, а Селянь тем временем покачал головой, что-то выудил из рукава и произнес, обращаясь к повелителю ветров, «Ваше превосходительство, думаю, вам пока лучше воспользоваться вот этим». Ши Цинсюань протянул ладонь и спросил, «Затычки для ушей?» Селянь кивнул, «Способ довольно примитивный, истинную причину не устранит, но все же на какое-то время поможет. Если вы не сможете услышать тварь, он ничего не сделает с вами. Я установил небольшую сеть духовного общения, пароль для присоединения к ней, с благословением небожителей никакие запреты неведомы. Пока что мы будем общаться с вами посредством этой сети.
Ши Цинсюань вставил затычки и действительно не смог ничего услышать. Они все вчетвером по очереди присоединились к сети, которую создал Селянь. Как вдруг принц услышал у себя над ухом тихий голос Хуачена «ГГ, ГГ». Подняв взгляд, он понял, что Хуачен не открывал рта, только поморгал, глядя на него. Но голос все продолжал звучать совсем рядом. «Ты ведь хотел мне что-то сказать. Раз ты не связывался со мной, мне пришлось сделать это самому». Селянь с улыбкой ответил: «Кто же заставлял тебя заводить такой пароль, Хуачен? Ладно, ладно. Это моя вина». Ши Цинсюань поправил затычки в ушах и, не услышав от них ни слова, но при этом видя, как они улыбаются друг другу, с подозрением произнес посредством вновь установленной сети: «Ваше Высочество и собиратель цветов под кровавым дождем, что это вы там делаете? Неужели обменялись паролями и тайно переговариваетесь?» Селянь кашлянул и серьезным тоном ответил в сети: «Вовсе нет». Хуачен приподнял бровь и передал ему сообщение: «Лгунишка». Селянь едва не поскользнулся, пытаясь сделать строгий вид и идти вперед, не глядя на Хуачена, и тут же ответил: «Сань Лан, не насмехайся надо мной. Я хочу попросить у тебя помощи в одном деле». Они шли плечом к плечу, не пересекаясь взглядами. Хуачен спросил: «В чем же?» Селянь ответил: «Помоги мне проверить, не является ли кое-кто истинным башком-пустословом».